Всем привет! Это наше 14 занятие, посвященное системе управления сайтом 1С Bittrex. И это уже четвертое занятие, посвященное интернет-магазину. В этот раз мы с вами заканчиваем разборку с этими двумя модулями. Напоминаю, что интернет-магазин состоит из двух модулей Bittrex. Торговый каталог и интернет-магазин. Торговый каталог отвечает за, скажем так, а, они разделяются по точке взаимодействия с пользователем. До того, как пользователь заходит на сайт, работает торговый каталог. После того, как он зашел на сайт и что-то уже делает с товарами, работает модуль интернет-магазина. Сегодняшнее наше занятие, напомню, что первое занятие было посвящено теории торгового каталога, второе занятие по интернет-магазину было посвящено теории модуля интернет-магазин, тема интернет-магазин и модуль был интернет-магазин. Третье занятие мы устроили такой практикум, я показал вам тиражный интернет-магазин на базе Bittrex. Мы расковыряли все компоненты, которые там были, посмотрели, какие у них там есть интересные особенности поведения, что они делают, зачем они нужны. И сегодняшнее, так сказать, завершающее занятие мы рассматриваем API этих модулей. На самом деле, как я уже говорил, про эти модули в первую очередь важно знать как раз-таки теорию и компоненты, и дописывать свой код приходится не так, чтобы часто, а если уж приходится, то достаточно злой. Если в случае с модулями инфоблока, хайлот-блока, каких-нибудь веб-форм, это достаточно частый сценарий, что ну вот что-то надо срочно достать из инфоблоков. Инфоблоки это в принципе универсальное хранилище данных. Разумеется, мы к ним часто делаем запросы. То с модулем торгового каталога и интернет-магазина это не так часто происходит, но если уж происходит, то там какое-нибудь зло наверняка. Начинаем сегодня с торгового каталога. Напомню вам схему, которую в позапрошлый раз показывал. Это основные сущности модуля торговый каталог. Напомню, что есть у нас инфоблоки, а есть торговые каталоги. Инфоблок может быть торговым каталогом. Собственно, инфоблок может быть каталогом, а может не быть. Каталоги всегда строятся на базе инфоблоков. У каталога может быть соседний инфоблок, в котором он хранит свои торговые предложения. То есть инфоблок может быть каталогом, а элемент может быть товаром. Или товаром с SKU, или SKU. SKU – это торговое предложение. Элемент из инфоблока каталог может быть связан с элементом из инфоблока торговых предложений, тогда это товар с торговыми предложениями. У торговых предложений, ну и у простых товаров тоже могут быть остатки, связь со складами, остатки по складам и цены. Базовые сущности торгового каталога и рассмотрим, как же взаимодействовать с ними в коде. Посмотрим конкретно вот на следующий план действий у нас. Посмотрим на товары на SKU, цены, остатки, склады и события, какие вам нужно знать. Первонаперво, когда вы работаете с модулем торговый каталог, подключите инфоблок и сам модуль каталог. Простой товар. Первый шаг создания простого товара – это всегда создание элемента инфоблока. В данном примере создается элемент инфоблока в инфоблоке номер 2, допустим, это ID инфоблока товаров. И в неком разделе 15, допустим, это ID раздела инфоблока. Ставится флаг «Активность», устанавливается название и символьный код. В зависимости от настроек инфоблока этих полей может быть достаточно, а может быть и нет. На самом деле самый минимальный набор полей, который нужен для создания записи, это ID инфоблока и название. Вот они на самом деле на уровне базы данных являются обязательными, без этого никак нельзя. Обязательность привязки к разделам символьного кода задается уже в Bittrex.
После того, как создан элемент инфоблока, и у нас на руках есть его идентификатор, его возвращает метод add, и он записан в примере в переменную элемент ID, можно создать продукт или товар на основе этого элемента инфоблока. Для этого используется новый для вас класс Bittrex Catalog Model Product. Когда я готовился к этой лекции, я, честно говоря, сначала пошел смотреть про старый класс, потому что там C-каталог Product в старом ядре всегда использовался для этих целей. Я рассчитывал, что я знал, что он мог устареть, поэтому я туда сразу пошел, посмотрел, есть ли новая информация. Оказалось, что да, начиная с Bittrex, кажется, 17-й версии, появился вот этот класс, и надо использовать только его. Поэтому вот то, что я вам говорю, вы это послушайте, но не запоминайте. Актуальный код здесь весь на скриншотах. Bittrex каталог Model Product. Мы создаем запись, и обратите внимание, почти ни в одном методе Bittrex, я даже не вспомню, честно говоря, другой какой-нибудь пример, при создании мы здесь указываем ID элемента. Это довольно странно, потому что идентификатор, ID – это первичный ключ, который обычно автогенерируемый. Но вот таблица продуктов, она настолько уникальная. Я напоминаю, что идентификатор элемента – это и есть идентификатор товара или продукта. По-русски все-таки товар, а продукт – это название в классе, поэтому постараюсь, когда говорю о понятии, буду использовать слово товар. Могу ошибаться, но все мы люди. В общем, мы создаем запись в таблице товаров и говорим, что ее идентификатор должен быть равен идентификатору элемента. Больше никакие поля можно не передавать. Остальные, все они не обязательные. И влияют они на покупку-продажу товара в некоторых там специфических случаях. Мы еще вернемся к этому классу чуть позже. В результате работы такого кода у нас появится простой товар. Если бы мы не вызвали, то есть обратите внимание, этот скриншот сделан из панели управления Bittrex, и если бы, это, кстати, на это указывает, что есть колонка тип товара. Это системная колонка, которая появляется, когда мы инфоблок превращаем в торговый каталог. Если бы мы не вызывали вот этот код Bittrex каталог Model Product Add, только создали бы элемент инфоблока, здесь вообще было бы пусто. Дело в том, что тип товара – это служебное поле, которое вычисляется Bittrex, когда мы что-то делаем с товаром. Если мы с товаром бы ничего не делали, то он бы им не вычислился. Но тем не менее элемент бы здесь был, у него была бы активность. Следующий пункт нашей программы – это создание SKU. Первый шаг такой же. Мы создаем элемент инфоблока, но другого. Теперь это инфоблок торговых предложений. И заполняем свойства. Свойство имеет символьный код CML2Link. В нем мы указываем идентификатор базового товара, к которому наше торговое предложение должно быть привязано. После этого мы точно так же создаем на базе этого элемента товар. В результате у нас создается, это уже скриншот из другого элемента инфоблока, у нас создается SKU, вот он, тип товар предложение, потому что он вложен в инфоблок предложений. И у базового товара меняется тип. Теперь это товар с предложениями, а именно с одним. Задать цену для товара или для SKU можно с помощью класса Bittrex Catalog Model Price. Структура, видите, это почти похоже на Product. Bittrex, каталог, Model и название сущности. А здесь в минимуме требуется заполнить 4 поля. Это идентификатор, для какого товара мы устанавливаем цену. Это величина цены, это валюта и ID идентификатор типа цены. Как я уже говорил,
типов цен может быть много, в простейшем случае один. И идентификатор нужной цены нужно при создании, собственно, цены конкретного товара задавать. В результате выполнения этого кода заполняется поле, ну, у меня это называется базовая цена. Тип цены, розничная цена. У вас может быть написано базовая цена, тип цены, а дальше вот любое ваше название. Чтобы управлять остатком, нужно снова вернуться количеством на складе, в наличии. Нужно вернуться к классу model product. У него не только есть метод add, у него есть еще и метод update. Туда можно передавать определенное множество полей. Какие именно поля и какой у них смысл, вы прочитаете, пожалуйста, в документации. Здесь мы устанавливаем количество 100 штук. После выполнения этого кода в админке на вкладке «Торговый каталог. Параметры» мы видим доступное количество 100. Это, обращаю внимание, количество доступное вообще, а не на каком-то конкретном складе. Мы сейчас без складского учета. Не будем касаться этой темы. И, коль уж мы упомянули склад, на скриншоте пример кода. Это старое ядро, видите, вот это C и название модуля, C-каталог. Здесь требуется заполнить только поле title, чтобы создать склад. Больше обязательных полей нет. И вот так выглядит свежесозданный склад. Ссылки на основные классы на этом слайде. К сожалению, у новых классов Product и Price отсутствует документация, так что вам придется смотреть на нее через призму старого ядра. Дело в том, что Bittrex, переводя на новые рельсы свои модули, иногда пытается сохранять, ну, если не обратную связь, то хотя бы логику. В данном случае достаточно, ну, по-моему, логика сильно сохранена. Никаких там удивительных методов. У старого класса был add, update, delete. И у нового метода то же самое, add, update, delete. И даже называются поля все в том же виде принимаются, как массив. В общем, на самом деле, вот написав старый код и поменяв название старого класса на новый, почти всегда можно получить работающий. Но, все казалось бы хорошо с этим новым ядром, да, просто переименовали классы и все здорово. Нет, дело в том, что новое ядро это не просто переименование класса. Новое ядро это смена парадигмы. Если раньше в Bittrex было очень много всяких свободных функций, глобальных объектов, то в новом ядре D7 от этого уходят. Яркий пример смены парадигмы – это работа с событиями. Помните, вы уже должны были в Академии Bittrex попробовать несколько обработчиков событий написать. Как это происходит? Ваш обработчик получает какое-то количество аргументов, может быть по ссылке, может быть по значению, он что-то с ними делает, затем он либо возвращает, либо он ничего не возвращает, если все устраивает, либо он делает return false, но при этом должен каким-то образом сообщить об ошибке наружу. И обычно это что-то убогое, вроде application throw exception. Замена битриксовая exception, который, не знаю, лет 300 уже скоро будет. Так вот, события, почти все события торгового каталога и интернет-магазина – это новые события. И их нужно немного по-другому вызывать. Вернее, подвязываться на эти события, немного по-другому обрабатывать. Ну, а коль уж мы их обрабатываем по-новому, и события новые, то и пример кода тоже у меня будет на ядре D7. Даже установка обработчика событий, хотя это уже не суть столь важно. Чтобы все примеры запустить, которые я далее на слайдах привожу, вам нужно объявить переменную Event Manager. Это инстанс класса Bittrex Main Event Manager. На самом деле можно каждый раз вот так вот вызывать, просто достаточно длинно. Зачем загромождать код один раз? Объявили Event Manager и тащим его с собой везде. Тем более, что в больших нормальных проектах все обработчики событий подключаются примерно в одном месте. Объявили переменную, сделали там 30 обработчиков событий,
и все. И больше переменная не нужна, и глаза никому не мозолят. Смотрим. Пример первый и как раз новое событие на ядре D7. В чем разница с обычными событиями? Ну, во-первых, название. Смотрите, раньше название события было каким-то одним длинным словом, без пробелов, без странных символов. А тут у нас и пространство имен, и два двоеточия, и вообще, что понять, что делать с этим непонятно. Следующая новинка – это единый вид аргумента. В обработчик события, как в JavaScript, всегда приходит объект события, а дальше из него, из этого объекта уже что-то достается. Ну и третье новшество – в новых событиях надо возвращать всегда один и тот же объект, event result, который в себе скрывает все то, что вы хотите с этим событием изменить. Прежде чем мы пойдем дальше, заостряю ваше внимание вот на чем. Это обработчик события создания товара. Мы с вами создавали товар, вызывая метод add у класса Bittrex каталог, если не ошибаюсь, model product. Да, вот Bittrex каталог model product. А здесь смотрите какое, вот даже здесь совсем недавно я говорил Bittrex каталог model product, а в обработчике просто Bittrex каталог product. Это вот ни разу не очевидно, это надо запомнить. Надо, причем, знаете, вряд ли вам это пригодится, коль уж скоро, но я надеюсь, что после этого курса Bittrex вы будете знать хотя бы там основные трудные места, в которых надо вернуться к лекциям, а остальное у вас так на фоне ляжет, что вы поймете, там, что да, хороший инструмент, можно пользоваться. Но вот, а вот новые события, это всегда там какая-то заковыка, надо смотреть, как это делалось. Так вот, здесь мы получаем объект event, и из него можем вытащить параметры. В данном случае у этого события есть параметр fields. Это массив, там все поля нового товара есть. Чтобы как-то изменить этот товар создаваемый, у вас есть следующие варианты. Вы можете модифицировать их, можете их unsetнуть, ну то есть удалить. Для этого вы создаете объект результата обработчика события и прямо в нем перечисляете, что надо модифицировать. Например, modify fields, измени поле, quantity, weight, и потом unset field weight. В этом обработчике, таком немного игрушечном примере, количество устанавливается равным весу, а вес удаляется. Ну, то есть, если мы попытаемся добавить товар, у которого вес 100, количество 1, у нас добавится в количестве 100, а вес не задастся вообще. Потому что здесь мы в обработчике события on before add удаляем weight, но вес. И прежде чем его удалить, мы говорим, что количество должно быть равно весу. Ну, это действительно глупый такой пример, абсурдный, чтобы вы, может быть, его даже запомнили из-за его абсурдности. Но если бы я привел реальный пример, что делается в On Before Add, возможно, нам не хватило бы не то что слайда, а презентации, чтобы какой-нибудь пример рассмотреть от корки до корки, а тут достаточно понятно. Следующее событие – это создание цены. Смотрите, здесь у нас тоже новое событие. До двоеточия идет название класса без model. А здесь мы тоже вытаскиваем параметры, тоже есть параметр в поле fields. И здесь мы, допустим, все цены при добавлении увеличиваем в 100 раз. Ну, то есть добавлялись с ценой 42 рубля, а станет 4200 рублей. Да, подорожало немного. Событие создания склада на фоне предыдущих, конечно же, достаточно скучно. Ну и это событие старого ядра, вы видите здесь. Ну, как это понять? Ну, наверное, потому что у нас не event приходит как аргумент. Это массив, который приходит по ссылке fields. Здесь мы в описании склада записываем дату создания. Это все, что касалось интернет-магазина, торгового каталога. Теперь переходим к интернет-магазину. Надеюсь, вы
Не забыли. Самые важные сущности в интернет-магазине — это пользователь. Он, ну, так, не настоящий пользователь, а покупатель. Вот он. Корзина, которой на самом деле не существует. Я рассказывал об этом в позапрошлом занятии. И заказ, связанный со всем на свете. Посмотрим. Разумеется, нужно подключить модуль, прежде чем использовать классы. Чтобы получить для текущего пользователя покупателя, мы используем класс Bittrex Sale Fuzzer. Я его так специально называю Fuzzer. Может быть, вы запомните этот класс своим странным названием. У него есть метод getID, который возвращает ID покупателя, если он уже есть. И у этого метода есть аргумент, который отвечает за создание. То есть, если бы у меня не было фузера, вот этот код мне бы его не создал. Нужно передавать туда true в качестве аргумента. Ну, в документации об этом достаточно четко написано. В моем примере я считаю, что на самом деле я там под админом его выполнял, у меня всегда есть ID покупателя. Дальше, корзина. Прежде чем с корзиной работать, вот придется узнать ID текущего сайта, если код выполняется в публичной части, если в админке, то каким-то образом задавать его снаружи. Потому что в Битриксе, в Академии тоже это встречалось. Напоминаю, когда мы находимся в админке, мы не знаем, какой это ID сайта. Даже если у вас всего один сайт, мы все равно не знаем ID сайта. Чтобы работать с корзиной, нужно вызвать метод loadItemsForFuzzer у класса Bittrex Sale Basket. Туда передается сайт и текущий пользователь. В этом примере кода тавтологии небольшая мы сайт ID объявили конструкции, а потом ее же повторили. В презентации, которую вы будете смотреть, я это поправлю, будет покрасивше, не будет вот этого странного дублирования кода. В нем на самом деле никакого нет смысла. Представьте, что здесь написано сайт ID, и все, и вы ничего не видели. После того, как мы получили объект корзины, понимаете, это объект, это практически настоящее нормальное ООП в вебе на Битриксе. В это сложно поверить, и этим сложно начать пользоваться, честно скажу. Чтобы добавить товар в корзину, вот даже я зашел на официальную документацию Bittrex, опять же, я помню, как в старом ядре это делается, но в новом всегда там как по минному полю идешь. Я даже взял пример из официальной документации и на свежем Bittrex его попробовал, он не работает. Ну вот так, в официальной документации есть пример кода, который не работает. Вот. А вот этот пример, он точно работает. Ну, по крайней мере, как. 21 мая 2020 года этот код работал на современном Битриксе. Что будет завтра, уже никто не знает. Может быть, завтра Битрикс выпустит обновление, которое опять все сломает. Причем, знаете, что самое интересное? Они меняют новое ядро, призывают пользоваться новым ядром. При этом постоянно оно там меняется. Ты в одной версии Bittrex одним способом делаешь, а через полгода выходит другая версия, тебе уже надо по-другому. Через полгода еще. А вот если вы сразу решили, ну его, я подожду, я на старом ядре поработаю, вот старое ядро не меняется. Во всех новых Bittrex старое ядро работает одинаково хорошо и стабильно. Как бы повод задуматься. Ну, вообще, да, хотите быть хорошими разработчиками, вам нужно следить за тем, что творится. Подход «я буду только на старом ядре», ну, он имеет свои, конечно же, недостатки. Старое ядро ограничено, там просто нет некоторых понятий, которые есть в новом ядре, их нельзя будет сымитировать даже. Поэтому новое ядро на самом деле нужно знать, если будете заниматься Битриксом, следить за тем, что в нем творится. Чтобы добавить объект в корзину, мы вызываем метод createItem. Он нам создает элемент, но он еще, знаете, это как в репозитории. Это вроде код, который не закомичен, которого еще
Вроде есть, а вроде нет. Или даже так, закомичен, но не отправлен в репозиторий. Если что-то случится, мы его потеряем и никогда не увидим. А здесь аналог отправки — это вот такой сейф. Пока мы не сделаем basket safe, все эти изменения, они так, чисто на словах, ни к чему не обязывающие. Мы создаем элемент basket item, указывая две вещи. Откуда взялся этот товар, из какого модуля и какой айтишник. Возможно, у Битрикса были какие-то далеко идущие планы. Я, честно говоря, ни разу не встречал, чтобы в корзине было что-то кроме каталога. Поэтому пока это поле для меня выглядит лишним. А 169 — это некий товар на сайте, который я убедился, что у него есть цена, количество, что его можно купить. Дальше. Это не все, что нужно. Это только начало пути. А дальше мы указываем поля для добавления этого товара в корзину. И, разумеется, нам нужно указать количество. Если мы его не указываем, по-моему, в новом ядре тоже можно не указывать, и будет один. Ну, попробуйте, если захотите. И очень важное поле, вот я не буду вдаваться в подробности, я просто скажу, что вот без этой строчки корректно товар не добавится. Ну, вот так. Тут указывается класс старого ядра, который считает цены. Вот надо его указывать, нельзя не указывать. После того, как этот код выполняется, в корзину добавляется футболка, знакомая вам, да, если устанавливали тиражный интернет-магазин Bittrex, в количестве 2 штуки. И второй большой пример кода, третий получается уже для интернет-магазина, это создание заказа. Честно говоря, создание заказа вручную через код — это достаточно редкая задача. Обычно вам чаще встречается задача разобраться, почему заказ создается так и никак иначе. Но в принципе для решения этой задачи все равно нужно знать некие вехи, какие проходит заказ в момент своего рождения. Во-первых, конечно же, вам нужно создать объект. Объект — это не запись в BD, объект — это пока, как я уже говорил, договоренность на словах, пока не вызван сейф. Здесь у нас 4 экрана будет с кодом. Вот здесь order safe вызывается, до тех пор это все так, обещание. Мы создаем заказ, указывая сайт и пользователя. Сайт — это вот тот же сайт, что и у корзины. Пользователь — это текущий пользователь. Это не покупатель уже, это фузер. Потому что корзина принадлежит покупателю, а заказ — пользователю. И никак иначе. Заказы нельзя оформлять на пользователей анонимных. Обязательно у пользователя должен быть email, чтобы можно было ему отправить письмо, а раз есть email, то его всегда можно зарегистрировать, как Bittrex, кстати говоря, и делает. Если вы видите, что он пускает вас без регистрации, на самом деле он просто рассчитывает вас зарегистрировать автоматически сам. У заказа нужно указывать тип плательщика, пока вот я здесь указал один, ну и вы будете указывать тот, который вам нужен. Не будем пока вдаваться, просто обязательно указывать тип плательщика. Я указал первый. Может быть сколько угодно создано, выбирается только один. Далее, вам нужно загрузить все позиции из корзины в заказ. Для этого мы получаем объект корзины знакомым для вас кодом. Вы уже успели его узнать и запомнить, да? Здесь, кстати, опять сайт ID получается заново, хотя можно было из переменной взять. Прям кусок преследует меня. Мы загружаем объект корзины в объект заказа. Order set basket, передаем basket. На этом первая часть создания заказа завершена. Создали объект, загрузили корзину, указали плательщик. Вторая часть и много подсвеченных кусочков кода от моего PHP шторма. О чем это нам все говорит? Честно говоря, вот это еще одна вещь, которую надо просто вот скопировать каждый раз, когда нужно создавать заказ. Дело в том, что заказ в Bittrex состоит и из отгрузок, и оплат. Когда мы добавляем в корзину, допустим, 50 носков,
Мы теоретически можем разбить заказ на 50 доставок по одному носку, допустим. И первый носок можем заказать Почтой России, второй носок можем заказать с ДЭКом, третий пэком, четвертый доставкой ДПД, пятый курьер на такси приедет и отдаст. И так 50 разных. Это вот в новом ядре как раз появилась такая возможность разбивать заказ на такие маленькие подмножество товаров. А в старом ядре все было цельным куском. Либо весь товар почты, либо весь товар курьер. Третьего не дано. Вот здесь мы проходим через этот вынужденный ад. Мы получаем коллекцию отгрузок заказа. В ней она пустая. В объекте заказа есть объект коллекции отгрузок, который содержит объекты отгрузок. Мы получаем пустой коллекцию, создаем там запись. Вот она, shipment. Затем мы, о господи, item collection. Ну да. Затем мы получаем список позиций в отгрузке. А если всю матрешку я вам сейчас скажу, даже я это с трудом пойму. Мы, вот конкретно сейчас в переменной shipment item collection содержится список позиций отгрузки, который является элементом списка отгрузок заказа, который еще не сохранен. Я специально хотел вас напугать и запутать. Извините меня. Мы создаем вот этот shipment item collection, указываем у отгрузки, что валюта у нее какая-нибудь там, как у всего заказа, в рублях, например. А дальше мы же не хотим на самом деле 50 носков получать 50 посылками. Мы берем корзину текущую и все из этой корзины добавляем в эту позицию отгрузки в нужном количестве, как там. И вот уже после этого мы говорим, всю эту отгрузку, дружище, доставь нам, пожалуйста, службой доставки номер 3. 3 это у меня самовывоз. У вас может быть что-то другое. После этого устанавливается ID службы доставки и название через Delivery Name. После этого мы вызываем Calculate Delivery. Дело в том, что некоторые службы доставки имеют свою цену. Все в Bittrex, в модуле интернет-магазин имеет свою цену, и доставки тоже. И после этого мы с заказами, с отгрузками, если быть точными, закончили. Все. У нас создалась одна отгрузка, в которой лежат все наши товары, и служба доставки выбрана номер 3. Следующий кусок покороче. Очень похожая логика. Работаем с оплатами. Мы говорим, что оплата за этот заказ поступит единым платежом, и этот платеж будет через систему 4. 4 это, допустим, наличными при получении, или карта на сайте, или банковский перевод от юрлица юрлицу. Неважно. Мы создаем в коллекции оплат одну оплату, указываем ей тип и прописываем. Ну, тут мы на самом деле получили только платежную систему, а вот здесь мы в платеж пишем. Будет платежная система ID-шник такой-то, название такое-то. И только после этого можно завершать. Мы указываем поле валюта в рублях, как будто он этого не знал. По-моему, эту строчку можно удалить. Хотя я старался минимум полезного, минимум давать, без чего никак нельзя. Мы вызываем странную функцию doFinalAction. Я вообще много читал нехорошего про людей, которые называют функцию do что-нибудь. И самая простая претензия, даже скорее не претензия, а вопрос к ним. А чем отличается функция doFinalAction от функции, которая бы называлась FinalAction? В старом ядре, по-моему, было doOrderSave, или doSaveOrder. В общем, не надо называть функции do. Они и так все что-то делают. Это
вызывает только вопросы у того, кто читает код. А зачем вам вопрос у того, кто читает код? Ему должно быть все кристально ясно. И после этого мы, так сказать, коммитим все изменения в наш заказ. Ура! Заказ создан. И выглядит это вот таким образом. Заказ номер 9 на сумму 1800. У нас как раз в корзине было 2 товара. Оплата банковской картой и стоимость доставки 0 рублей. Это какая? Самовывоз. Вот она. Мне тут нет скриншота детального оформления заказа, но ну да ничего. Поверьте мне на слово, вот эти два как раз огня, да, футболка мужской огонь красная, эти две там есть. Все. По примерам кода вызова API закончили, переходим к справочной информации. Ссылка на основные классы здесь есть, и в отличие от торгового каталога здесь нет уже старого ядра, только новое. Вообще модуль интернет-магазина один из первых стал переходить на новое ядро. Он не писался на нем сразу, но он один из первых начал на него переползать. И вот уже достаточно успешно почти переполз. События здесь выглядят как старые, но на самом деле это новое ядро. Видите аргумент event. Видите return event result. Значит, это новое событие. Какая логика здесь? Рассмотрим пример такой. У каждого нового товара, добавляемого в корзину, делаем количество по умолчанию 6. Ну, опять же, такой пример надуманный, но зато простой. Мы вытаскиваем из события event корзину, она лежит в параметре entity. Далее мы проходим по каждому элементу корзины, смотрим, был ли сейчас изменен он. Если из changed вернул, да, это вот этот товар корзины сейчас поменялся. Дело в том, что у нас событие on sale basket before saved. То есть мы не знаем, что именно в корзине поменялось. Может быть, оттуда что-то удалили, что-то добавили, что-то поменяли, что-то непонятное, что произошло. И вот таким обходом мы как раз пытаемся добраться до добавленных товаров. Мы смотрим, что товар был изменен, и при этом у него нет идентификатора. Это как раз два признака, указывающие на то, что это идет добавление товара. И указываем поле quantity 6. В результате добавится 6 товаров вместо того количества, которое мы вызывали. Очень похожий пример с заказом. Мы вытаскиваем заказ, и если айдишник заказа отсутствует, значит, это идет создание заказа, мы можем заполнить какое-нибудь поле. Например, поле комментариев менеджера и сказать, что это не просто заказ, а заказ, созданный через API. Если вам для каких-то целей потребуется этот код, переходите по ссылке вот на этом слайде, там этот код есть в виде, собственно, PHP-кода, который можно легко скопировать. И давайте я дойду вот до этого слайда и скажу пару слов на прощание интернет-магазину. Значит, смотрите, модули торгового каталога и интернет-магазина достаточно сложные. Я уже говорил, что это как Bittrex в Bittrex. Закрытый город в закрытой стране. Чтобы попасть туда, нужно много знать про сам Bittrex. Это такая высшая лига. Но есть еще, конечно, выше. Не думайте, что интернет-магазин – это все, на что способен Bittrex. Но это прям качественный скачок по отношению к сайтам-визиткам, которые, ну, по большому счету, о которых мы до сих пор говорили. Ну, и сайтах-визитках, корпоративных сайтах. Но это еще не личные кабинеты, там B2B. Там вообще чудовищно все. И для понимания, и для объяснения. Еще что интересного в интернет-магазине. Он строится, как правило, с использованием стандартных компонентов и модулей. Вот мы можем в инфоблоках сделать, что хотим. Любые столбцы, любые поля, любое-любое. И использовать их для любых целей.
Но вот в интернет-магазине мы не можем взять и начать записывать пользователей как склады, а склады как пользователи. Если мы используем битриксовый интернет-магазин, то мы принимаем его, ну, знаете, принимаем его таким, какой он есть. Мы не меняем его поведение коренным образом, мы подгоняем требования клиента под под текущий интернет-магазин на Битриксе. Если там есть противоречие со всеми требованиями, со всеми пожеланиями заказчика, может быть, тогда и не нужен Битрикс. Для чего я привел кусочки кода здесь? Ну, как я считаю, нельзя называть себя хорошим специалистом в использовании какого-то инструмента, если ты не знаешь, что там у него под капотом. Вы можете называть себя разработчиками на Bittrex, но хорошим разработчиком на Bittrex вы можете себя назвать только если вы, ну, грубо говоря, знаете, как он сделан прям вот чуть ли не до основания. Я знаю Bittrex, значит, я знаю, как весь он сделан. Было бы у меня много времени, я бы такой же сделал, потому что я знаю, как он устроен. Вот знать устройство – это очень важно. Поэтому у нас тут и было 2 лекции про теорию, и вот эти ER-диаграммы. И пример кода, он для нас, для программистов, для вас всегда понятно, что код лучше любой диаграммы. Ну, хотя нет, не всегда. Сам с собой, пожалуй, поспорю. Бывает, что диаграмма все-таки хорошая намного лучше. Хорошая диаграмма лучше плохого кода, а хороший код лучше плохой диаграммы. Вот это у нас, пожалуй, константно. С этим никто, надеюсь, не будет спорить. В рамках вашей итоговой работы вам интернет-магазин не понадобится. Но это тема, которую нельзя было не закрыть. Следующие лекции, у нас их осталось уже не очень-то и много. Посмотрим, чему они будут посвящены. Возможно, мы устроим небольшую ретроспективу, повторим все самое важное. Возможно, там есть еще пара тем, которые были в академии, но у нас еще здесь не затронулись. Это создание мастера, создание гаджета, разработка своих модулей, возможно. Если вам что-то было бы конкретно интересно, напишите мне на почту желательно. Ну вот, пожалуй, все. Давайте прощаться. До встречи через неделю. Помните, что итоговую работу надо прислать до 10 числа. Если мы узнаем, что университет закрывает семестр в какую-то другую дату, ну, значит, смещаем. Тут уж мои руки связаны. Но до конца семестра других работ не будет. Вот она итоговая. Когда бы семестр не закончился, она должна быть закончена. Вот такие условия, девчата.